Последнее время Россия перехватила инициативу на поле боя. Произошло это по двум основным причинам. Первая причина – сильный натиск российских войск, которые скопили огромные резервы на многих участках и пошли на штурм. Например, для штурма Авдеевки была сформирована группировка в 40 тысяч солдат и огромное количество техники и авиации. И эту группировку постоянно пополняли резервы. Вторая причина успеха в России – это острый дефицит боеприпасов у ВСУ. Почему именно сейчас идет такое мощное наступление, очевидно. Это переназначение Путина на должность президента. И для красивой предвыборной кампании ему нужно показать успехи на фронте. Еще осенью 2023 года появилась информация, что войска РФ получили задачу занять два города до выборов – Авдеевку и Купянск. На данный момент Авдеевка уже упала, и ВСУ продолжают отступать, оставляя окрестные села. В голом поле закрепиться не получается, а запасная линия обороны по каким-то причинам не была оборудована. После захвата Авдеевки Россия перебросила часть штурмовых подразделений на Купянское направление. Сейчас на линии фронта от Купянска до Лимана сосредоточено 80 тысяч личного состава, 1100 танков, 2000 бронированных машин, 900 единиц ствольной артиллерии и 300 единиц РСЗО. По сути, эта группировка имеет большую численность, чем все сухопутные войска ФРГ, а 1100 танков – это больше, чем у любой армии Европы. А это всего лишь группировка на одном из участков фронта. С таким количеством людей и техники можно захватывать небольшие европейские страны, а задача стоит всего лишь уничтожить плацдарм ВСУ на левом берегу Оскола и выйти на линию Купянск-Боровая. Стоит отметить, что Россия применяет бесчеловечную тактику наступления. Любой населенный пункт, который оказывается на линии фронта, обстреливается из всех калибров и превращается в руины или лунный пейзаж. Вообще сложно понять, как можно называть захват города в соседней стране освобождением. Особенно если учитывать, что от процветающих городов ничего не остается, а все население вынуждено бежать. Сейчас междуречье Оскола и Жеребца – это выжженная земля с уничтоженными или мертвыми селами, из которых убежало все население. Если Россия выйдет на линию Купянск-Боровая, то все правобережье Оскола на глубину до 30 километров также превратится в выжженную землю с уничтоженными или полностью вымершими селами, из которых сбежало все население. Если Россия займет Лиман, то она уничтожит расположенный за ним Святогорск, а потом и Святогорскую лавру, уникальный объект, который находится под охраной ЮНЕСКО. Хочется вспомнить несколько строк из песни Владимира Высоцкого. По выжженной равнине, за метром метр, идут по Украине солдаты группы «Центр». А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. А ведь немецкая армия тоже называла себя освободительницей. Немецкие пропагандисты рассказывали о том, что освобождают людей от ненавистного им режима. Правда, освобождали, сжигая села и равняя с землей города. Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил Путину использовать в Украине тактическое ядерное оружие, а также наносить удары по украинским городам переоборудованными космическими ракетами. Также он заявил, что одной из целей СВО должна стать полная деукраинизация, то есть уничтожение Украины как государства, уничтожение украинского языка и культуры. Я напомню, что Дмитрий Рогозин – это известный российский нацист. Есть много фотографий, на которых он в 90-е зигует. В 2003 году нацистская партия Рогозина прошла в российский парламент, где пребывала до 2007 года. Рогозин принимал участие в первом украинском Майдане, зиговал на русском марше в 2007 году. То почему другие должны нас уважать? Слава России! Потом стал руководителем Роскосмоса, а сейчас активно топит за денацификацию. На самом деле, лучшая денацификация от Рогозина будет, если он застрелится. Слова Рогозина о деукраинизации захваченных территорий повторил Дмитрий Медведев, а потом еще целый ряд чиновников разных уровней. Гауляйтер Запорожской области заявил, что огромное количество жителей были выгнаны из своих домов на подконтрольную Украине территорию за то, что поддерживали Украину и ВСУ. Сейчас таких людей будут просто сажать в тюрьмы за дискредитацию российской армии. То есть наступил момент, когда российское правительство официально признало, их главная цель не борьба с киевским режимом, а полное уничтожение Украины как государства, уничтожение украинского языка и культуры и русификация оставшегося населения. Интересно, а русские не задумываются о том, что идея деукраинизации – это по сути и есть нацизм? Кстати, у журналиста Такера Карлсона, который взял то самое нашумевшее интервью, спросили, что он думает о словах Путина, что целью войны является денацификация
денацификация. И он ответил, что это самое тупое, что он когда-либо слышал в своей жизни. Я думаю, что это одна из самых тупых вещей, которые я когда-либо слышал. Денацификация. Это буквально значит то, что и звучит. Да, я имею в виду, что у меня много мыслей на этот счет. Я ненавижу весь этот разговор, потому что он не настоящий. Это просто переход на личности. Это способ связать кого-то со злым режимом, которого больше не существует. Как неудобно получилось, особенно учитывая, что это интервью еще совсем недавно все российские телеканалы пиарили как могли. Интересно, а когда сама Россия проведет денацификацию у себя и запретит такие подразделения, как ДШРГ «Русич», в котором на стороне России воюют идейные нацисты? Они выпускают листовки с инструкциями, как правильно убивать украинских пленных. Предлагают убивать украинских мужчин, а женщин раздавать в качестве трофеев солдатам. Но вернемся к основной теме видео. После захвата Авдеевки многие штурмовые подразделения перекинули под Купянск и Лиман. Под Купянском тяжелые бои идут за село Синьковка и Табаевка. Возле Лимана бои идут за село Терны и в Серебрянском лесничестве. Зеленский заявил, что под Купянском выстроена мощная линия обороны, которую так просто россиянам взять не удастся. Но зачем России Купянск? Само собой, главная цель — это громкая победа. Желательно перед выборами. Если до выборов город взять не удастся, натиск, скорее всего, уменьшится. Но тут стоит отметить, что Россия и так не сможет захватить Купянск полностью, поскольку город раскинулся по оба берега от реки Оскол, и правый берег намного выше левого. А река имеет большую ширину и растекается на множество русел. Так что угроза захвата есть только для левого берега Купянска, а также поселков Купянск-Узловой и Ковшаровка. И главной целью может стать поселок Купянск-Узловой, поскольку он единственный имеет стратегическое значение. Дело в том, что все крупные железнодорожные развязки Донбасса уже под контролем России. Дебальцево, Попасная, Волноваха, Ясиноватая. А вот Купянск-Узловой и Лиман под контролем Украины. К тому же эти две железнодорожные развязки связаны между собою. Сама железнодорожная развязка была построена еще во времена Российской империи для того, чтобы доставлять с Лисичанска уголь в Харьков. Летом 2022 года на эту развязку перебрасывали огромное количество военной техники с города Валуйки Белгородской области и непосредственно с Белгорода через Волчанск. Так что, скорее всего, если Россия выйдет на линию Купянск-Боровая, она попробует снова зайти в междуречье Северского Донца и Оскола через Волчанск, чтобы восстановить логистические цепочки. Ну и само собой будет заявлено, что это необходимо для защиты города Шебекино. Я думаю, очевидно, что российское наступление не может идти вечно. Наступательный потенциал всегда стачивается и приходится перейти в оборону, чтобы перегруппироваться, пополнить силы, резервы, боекомплект, технику. Тем более российская промышленность не может в полной мере удовлетворить потребности фронта. А стратегических резервов тоже нет, поскольку в стране не объявлена всеобщая мобилизация. В 2022 году Россия наступала с февраля по август. Наступление ВСУ началось в конце августа и продолжалось до ноября. Потом началось наступление России, которое шло с ноября 2022 по май 2023. Украинское наступление шло с июня по октябрь 2023 года. В ноябре 2023 Россия перешла снова в наступление, которое продолжается по сей день. Прошлой зимой России удалось занять два города – Бахмут и Солидар. Этой зимой тоже два города – Марьинку и Авдеевку. Следующими целями могут стать города Купянск, Лиман и Угледар. Захват именно этих городов выгоднее всего для России с точки зрения логистики. Есть очень большая вероятность, что в ближайшее время наступление России заглохнет, а летом начнется наступление ВСУ, которое будет продолжаться до осени. И для этого наступления Украина получит снаряды, технику и самолеты F-16. Не стоит забывать, что в этом году выборы не только в России, но и в США. Весной Путину нужно показывать результат, а осенью Байдену. Сейчас Россия сносит купянские окрестные населенные пункты с помощью артиллерии, авиабомб и РСЗО. Самые ожесточенные бои идут рядом с селом Синьковка, которое больше года на линии фронта, и у села Табаевка, где российские войска сделали небольшой выступ, который ВСУ уже частично срезало. На данный момент Купянску не угрожает оккупация, но концентрация российских войск рядом с городом пугающе огромна. И есть постоянная вероятность того, что Россия перейдет в наступление и попробует захватить город. Посмотрим, что будет дальше. А на этом видео подходит к концу. Спасибо за просмотр и до новых встреч.